у нас один аспект, но тем не менее его описала, чтобы более понятно было. Там еще придумали, может, зацепочка. Одна есть похожая ситуация была 20 лет назад. Ну, не совсем похожая, но о том же, скажем так. Хорошо. Да. Читать? Да. Так, цель сеанса. Очиститься от чужеродных энергий, навязанных мыслей, убрать все подключки, импланты, чипы, конструкции, связывающие меня с антимиром. Проверить состояние моей энергосферы, включить тон и убрать все утечки энергии и творческого потенциала. Вернуть все частицы души, потерянные при заключении контракта с антимиром. Мне вернуть мое, а они пусть забирают их воздействие и применяют на них же. Карму за вмешательство на виновника и все чужеродное на полную аннигиляцию. Аспект. При перелете в Белграде мне загрузили мой багаж. В аэропорту сказали, что его пришлют не раньше, чем через 10 дней. Я планировала через 10 дней уже улетать. И мне пришлось продлять свой отпуск и доплачивать большую сумму за новый билет. Обычно эти неустойки берет на себя авиалиния, так как это по их вине. К тому же у меня был эконом-комфорт, пакет, который в это все включал. Но почему-то сербская авиалиния стала в позицию: мы вас понимаем, но ничем не можем помочь. Но чемодан пока так и не нашли. Сегодня я улетаю, не знаю, как мне поступить. Попросить переправлять мне его по адресу в Германии, или пусть приходит уже сюда к Жене, а я потом когда-нибудь у него заберу, потому что боюсь, что если я опять начну куда-то переправлять, они его точно потеряют. Даже они его еще не нашли, но если и найдут, то, в общем, не знаю, что делать. Хочу знать, почему я допустила так, что мои вещи мне не вернули. Приказываю вернуть мне мое и карму за воздействие на виновника. Если есть контракт или кармический узел с этим связанный, возможно, между мной и Евгением, типа я ему должна или что-то подобное, то хочу его расторгнуть, развязать. Так, возможная зацепка. Я приехала на поезде из Германии, это было 20 лет назад. Поезда тогда приходили в Киев ночью. Я согласилась на предложение таксиста подвезти меня в ближайшую гостиницу, но попала на организованную группировку. Они специализировались на приезжающих с международных рейсов. Потом провела ночь в квартире, они вымогали деньги, угрожали пистолетом. Я держалась смело, но, в общем, утром они посадили меня в автобус, проследив, чтобы я уехала из Киева с пустым чемоданом. Мне пришлось откупаться кольцами с бриллиантами, которые мне муж подарил. В этой ситуации, как и в теперешней, у меня было полчемодана вещей с этикетками. Закупила как раз специально для отпуска. Не знаю, что-то так именно на эти этикетки, да, что. Так, меняю эту ситуацию, не сажусь в это такси. У меня теперь боязнь таксистов, и я стараюсь никогда не пользоваться их услугами. Запрещаю антимиру применять насилие ко мне. Если в этих ситуациях было участие Ильи или Моны, то приказываю брать и применять на них же. Прошу Первотворца помочь мне в возвращении моих вещей. В моем теперешнем чемодане было золото, а также цепочка, которую мне эти бандюки решили оставить, когда я с ним разговаривала, там цепочка с крестом, взамен на те кольца с бриллиантами, которые они не нашли сами. Я потом им сама их отдала, взамен на жизнь, паспорт и документы о замужестве, которые мне нужны были для оформления ПМЖ. Хочу изменить эту ситуацию в соответствии с моей теперешней осознанностью. Ну, не отдавать, может, даже не знаю, как правильно сделать. Но лучше всего вообще не садиться в это такси, чтобы это не произошло. Ну, в эфирном пространстве можно сделать все, что ты хочешь. Ну, тогда не хочу, не сажусь в это такси, ищу сама гостиницу как-то. Сжечь их, расстрелять, в тюрьму посадить. Все, Но мне что почему угодно. кажется, это зацепка именно с этой цепочкой, потому что он мне тогда так отдал эту цепочку с крестом, типа, ну на тебе, да, так. Как с барского плеча мое же, да. Ну, это потому что с крестиком. Они же суеверные. Да, ну крестик этот потом уже, ну, сдала в ломбард, то есть на цепочка еще лежит в моем чемодане. Давай его искать. Где он? Он мне нужен, он мой, хочу его вернуть, это мои вещи. Так этот, не поняла, этот крестик был в этом чемодане, который ты сейчас потеряла? Цепочка осталась. Цепочка осталась. Он мне тогда, этот бандюк, отдал крестик и цепочку. И Ага. крестик я давно сдала, а цепочка вот это как раз там и осталась. Ну, там Очень интересно. может быть связано. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь?
Услышала бирка, потом лейба, и в секторе интерферентов какой-то блестит что-то. Как будто бы с этого что-то блестит. Вот так. Там этот объект, где написано лейба. Жаль. И в секторе, и связано с сектором магии и с принятием решений. Да, это какой-то шаблон. Мгм. Ну хорошо, Виктория, отсоединись от этой ситуации, поднимайся повыше. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Валерия. Валерия. 1, 2, 3. Да, я ее вижу. Она энергосфера правильной формы, шарообразная. Но вот здесь есть как штырь такой с правой стороны, где голова, и там как будто бы какая-то штуковина, которая энергосферу как-то проворачивает против часовой стрелки. Вот так, как будто а, казуальные сегменты. То есть это как будто бы центр стоит, не так быстро поворачивается, а, а Мгм. слои, которые подальше, те вот так проворачиваются и вот так упираются потом в сектор магии, и вот так торможение вот такое идет. Мгм. Сектор магии. Да, там как какое-то силовое поле. Вот там в секторе магии есть силовое поле. Мгм. Так. Хорошо, Виктория, считай эфирная ДНК. Валерия, она ли это? Да, она. Угу. И вот здесь Кстати, в сердечной да. чакре такой, как черный шарик, считывается страх, страх убийства. И Угу. оно связано с этими лейбами. Понял. Спроси у Валерии, Виктория, разрешение потрудиться с ней для нее. Да, она разрешает. Угу. Так, кто находится в секторе магии, приказываю проявить согласно физической ДНК. Я вижу там картина э, такая. Собирается чемодан. Это Валерия сама у себя. И М, я вижу, она любуется вещами. Они новые, красивые. Она вот так какую-то вещь поднимает, смотрит, складывает, и она как бы в предвкушении. Она рисует какие-то картины. То есть она мгм. вот, Фантазии. ну Это да, как? то есть это Мгм. как бы, ну идет как предвкушение радости. Мгм. Вот. Так, Но тут же м, включается, я слышу субъект мнения. Черная полоса идет из сектора интерферентов, и там идет лейба. мгм. А что это за лейба? Что это такое? Ам, Это какой-то объект странный. Это как энергетический союз, как эгрегор. М, Мгм. Какие свойства у этого эгрегора, у этой лейбы? Слышу показать лицо, Мгм. продемонстрировать лицо. А, я поняла. И вдруг выходит вот эта известная
надпись Лы а, и, а дальше не вижу. И в эфирном пространстве. М. Ну, как эти джинсы. Но я сейчас не могу вспомнить, как они называются. Ну, неважно. То есть это как лицо фирмы, реклама. Мгм. Так. Теперь понятно. Слышу похизуватися по-украински. То есть она хотела, ну, как бы это перевести на русский, а, ну, показать себя вот в красивых вещах, а, а получается, что она как бы демонстрировала не себя, а, а вот это лицо фирмы. Мгм. Ясно. Хвасталась. Ну, типа, да, да. Мгм. Так. Хорошо. А как вот это, вот этот эгрегор воздействовал на Валерию? Я слышу, утащил ее сознание. Мгм. И вижу там в этом эгрегоре, в нижних пространствах, какой-то считывается мафиозный союз. Очень странно, там какие-то люди в полосатых одеждах, ну типа отец Корлеоне, Мгм. но какой-то костюмчик такой в длинную полосочку вот так. Белые, ярко-белые носки и такие, ам, как эти, ботинки странные. Ботинки. Но М. никто не носит сейчас уже. Это М. считывается. И вот это Лии. Мгм. Он считывается как большой босс. Ли, может, это имя его такое? Мгм. Это Ну. какой-то этот, он считывается как итальянец и то Мгм. ли китаец, то ли японец. Вот там идет вот так вот четко. Мгм. Так, а вот этот мафиози, он находится в секторе магии по отношению к Нет, в Валерии? секторе интерферента. Мгм. Он считывается как организатор банды. Мгм. Он какая-то фабрика, а, ткань такая. И Джинсовая. постоянно вот это идет Мгм. Л и И. Ли. Ага. Так, кто он такой? Приказываем ему назваться. У него сигара такая толстая. Он ее отложил. Мгм. Он говорит, что он отец мафии, а, продуцировать, делать это, фабрикант. Мгм. Так, а кто он такой? Он физическое какое-то лицо или он как дух? Кто он? Это организатор этого пространства. Вот Мгм. это как считывается живой субъект мнения. И я вижу, это туда собираются восхищенные энергии восхищенных людей. Вот они стоят так, и любуются. Я вижу показ мод, потом вижу люди, которые завидуют. Да, это джинсы вот. Вот я вижу Понятно. попа. Красивая девушка идет в таких странных джинсах, ну, старомодные такие, с клешами с такими. А, Мгм. Низкая посадка, ну, эти, которые фигуру портят. Вот. Так.
Понятно, Виктория. А, Приказывает этому организатору отвечать, что он делает в пространстве Валерии. Он говорит, функционирую подсознательно Мгм. и вижу, как вот она вот смотрит на вещи и как бы вот это предвкушение, как она будет красиво Мгм. выглядеть, как, ну, ловить восхищенные взгляды, восхищение, да. Мгм. Вот эту энергию восхищения и зависти. А что в этот момент происходит в эфирном плане с Валерией? Как это воздействует на нее? Я слышу, что забирается ее потенциал. Я вижу, как большая часть энергии уходит от нее, вот так как будто бы отцепляется, буквально, вот с ее лицом. То есть это Мгм. ее энергия. И она уходит а, туда. А он, вот этот мафиози, Организатор. да. Мгм. Но это работает так, это программа. Просто это его энергия. Он как начал это, и поэтому он собиратель этих энергий. А он это, и ее энергия вот так, таким шариком, как будто бы, то есть она была как бы цельная, она представляла копию ее. А потом, когда она пришла, эта энергия, и она так стала таким листиком, Мгм. и он как дыроколом, как он в общую папку, эта энергия пошла. И он так вот пух, и такая там дыра произошла, как дыроколом, знаешь, э, Мгм. прикрепил. Да. И у нее моментально вот в сердце эта черная энергия появилась. Я вижу, что это как-то сейчас надо посмотреть. Считывается как зависть. А сейчас страх. А почему это страх и зависть? Мгм. М, Да, да, да. То есть это... Сейчас я посмотрю. а, Спрошу у Валерии. Э, Мгм. Оно как-то раскладывается, зависть, а потом я слышу страх. Страх не понравится. Мгм. Так, понятно, Виктория. Когда Валерия... А, вот, Да. вот. Страх, ну, как бы остаться, я слышу, голой, то есть без этих лейб, без это как замена титула какого-то, да? Мгм. То есть как человек гордится своим происхождением, ну, своим я, а здесь идет как бы фальшивка такая. Гордиться чужими достижениями. Это как бы вывеска чужого магазина, да, чужого лица. Мгм. Прятаться за вещами. Да. Да, да, это, Чужая ну, маска. Мгм. ну да, это как бы низковатая самооценка, да. Мгм. Так, хорошо. Когда Валерий впервые с этим эгрегором подсоединился к нему, где этот момент, случай? В секторе магии вижу вот это, что блестит. Мгм. И вижу это кольцо с бриллиантом, кольцо. Мгм. Оно вот так поблескивает. Вот оно. Но от него идет какая-то привязка в сектор магии. А в секторе магии вижу Валерия, она как будто бы в церкви. Мгм. Внутри, как будто в платочке каком-то. И такой, как-то она вот так стоит, а ее закрывает такой какой-то фигурный крестик, плоский такой черный. Мгм. Крестик.
Но он как бы закрывает ее, он большой. Мгм. Вот так, я ее вижу как будто бы в профиль. Она стоит там, что-то делает в этой церкви. То ли молится, вот так как-то. А этот крестик как бы крест такой. Он какой-то Мгм. кругловатый. Вот такой какой-то. Как будто ее закрывает почти всю. То есть и он идет, и он связан с сектором интерферентов. Так, хорошо. Кто находится в секторе интерферентом, самому главному приказу проявить согласно его эфирным ДНК? Так, слышу слово Степ. Мгм. Так, Типа что? стебаться. Мгм. Так, что это обозначает, это слово в этом контексте? В секторе магии вижу, какой-то мужчина лежит и говорит, что он ее подцепил на крючок, а он как будто бы в постели, раздетый лежит. Мгм. Так, кто он такой? Приказываю назваться, кто он на физике. Этот вот священник какой-то в Мгм. церкви, священник, и он берет, снимает из себя такую шапку в таких каких-то камнях, вот это считывается упырь. Он берет эту шапку из головы, снимает, и вот на этого лежащего человека вот так как-то ложит, ну как бы на живот ему это положил, на низ живота. Так, что это за человек? Мгм. Приказываем назваться, кто он такой. Считываются мощи, этот, который лежит. И я вижу, Мгм. что у него к нижним чакрам такая вот идет подключка. Она не то, что подключка, она просто как шланг. И с этого шланга в сектор интерферентов прямо как перетекает энергия. Мощи какой-то святой. Мгм. Так. То есть вот эти умершие, которых рекламируют в церкви. Мгм. О, вот это тоже как лейба, эти мощи я слышу. Мощи это тоже как лейба. Мгм. То есть они как бы показывают, они играют роль обмана. Ну, как говорят, что на вывеске, то и в магазине. На вывеске вот эти мертвецы, Мгм. Мгм. ну, и в магазине, естественно. То есть внутри церкви то же самое. Ну, как Иисус говорил, что сверху побеленные побеленные гробы сверху, а внутри полны Покрашенные, да? костей. Да. И Крашеные гробы. трупного, Мгм. да, и трупов разных. Так, понятно. Как Валерия с этими мощами как-то связана? Ну, я слышу, дала предпочтение мнению других. Мгм. Вот оно что. То есть, да, это вот, я слышу, проверка себя. Проверка себя. То есть это ее опыт. Мгм. Недостаточно доверия до себя, то есть потеря себя, ну, на тот момент. Мгм. Так, хорошо, где-то зацепка, значит, когда Валерия подключилась к этому эгрегору этих лейбочек, почему она это сделала? Еще раз, потому что я вижу какие-то Мгм. другие картины. М. Так, ну нам надо ее решение, когда она решила подключиться к этому эгрегору. Ну, я вижу, она маленький ребенок. Мгм. И пуповина, такая пуповина, черная. Вот как у этого
что с мощами, пуповина, но она такой пупсик, такой ребеночек. Так, Мгм. в платочке почему-то. Так. Почему она в такой косыночке? Мгм. Голенькая, как деточки, знаешь, маленькие, Мгм. но в косыночке. Так. Что это за событие? Что с Валерией происходит? Я вижу, ребеночка переворачивают в больнице, наверное, или, может, не в больнице. Сейчас она лежала вот на спинке, а потом ее раз перевернули на животик. Мгм. Ого. Так. Ам, я подумала, почему это она в косыночке, и я слышу, что как бы идет вот так прям буквально, ворожит сама против себя. И вижу почему. Вижу, что какая-то сущность ее перевернула на животик, и идет подключка. Появляется подключка, как будто бы к правой попе. Может, и укол делают. Мгм. Да. А держит ее буквально как инсектоид, огромный какой-то дух. Мгм. Я слышу дух презрения к себе. Да, ребенок плачет. И Так. Вот этот почему она инс да, чего она присоединилась? Мгм. Знаешь, что это такое? Сейчас я тебе объясню. Мгм. Ам, вот когда, человек что-то чувствует, какую-то энергию, да, чувство у Мгм. него, это соответствует каким-то определенным вибрациям. Ну вот, она себя в тот момент презирала. Я спросила, почему? А она за то, что она не могла себя защитить. Она показывает, отвращение к своему телу. Она показывает, что оно бессильное, что она не может Мгм. противостоять, и у нее идет отторжение, как бы неприятие своего тела. Оно буквально как будто бы отваливается от нее. Вот. И она моментально соединяется, с более крупными объектами в энергетическом поле. То есть, потому что наше пространство — это физики даже так говорят. Я удивилась, это то, что я вижу, что наше пространство построено как гантели. То есть есть вот наше маленькое пространство, и вот мы чувствуем какое-то чувство, да, какая-то энергия у нас присутствует. И тогда автоматически человек соединяется с таким же объектом, скажем так, эгрегором, куда соединяются все люди, которые чувствуют себя одинаково. Это как Мгм. большой, получается, компьютер во внешнем пространстве. И вот произошла вот эта подключка по ее же решению. То есть она как бы отвергла саму себя, и вдруг я вижу снова вот это лейба, вот она Мгм. эту одежду любуется. Это как бы замена той себя. Мгм. Так, в той ситуации вот этот инсектоид, который там переворачивал, приказывает там инсектоид отвечать, кто он такой? Это ее мама говорит, я ее мама, и она ее вот так переворачивает. И говорит, я дала ей укол. Мгм. Приказывает Почему-то отвечать говорит за пристрастия. Говорит, дала ей укол Мгм. пристрастия. Мгм. Приказывая маме отвечать, зачем она это сделала, зачем ей это нужно. Она вот так говорит, мне партия сказала. И вот так рукой показала, и там такая появилась звезда. Мгм. Это какая-то прививка. Мгм. Обязательно, я слышу по-українськи, обов'язкові щеплення. Мгм. Понятно. Обязательные вот эти прививки какие-то.
Так, хорошо, если Валерия хочет, пусть она передаст матери, зайдет в сознание в тот момент и передаст матери свойства этих прививки и то, что она сделает, что это вредно, как оно есть. Если хочет, пусть она передаст матери, просите, чтобы она этого не делала, отказалась от этих прививок. Вот там в этой звезде, которая появилась, появился образ Сталина. Это он, наверное, ввел эти прививки. Прививки. Вот как Мгм. эти субъекты мнения или эгрегоры, вот как они связаны друг с другом. Мгм. Я ей передаю информацию, а она говорит: бедная моя девочка. Я передаю информацию также Валерии, чтобы она отменила ее решение негодовать по этому поводу и пренебрегать своим телом, своим сознанием. Мгм. От ее сознания, только от ее решения зависит, сможет этот инсектоид навязать ей эти программы или нет. То есть она вправе ему приказывать, забирать его воздействие. Я вижу, что с этой ситуацией она взлетает как ангел с крылышками, вот маленький ангелочек, да, и становится такая большая, и вдруг вот эти сферы, которые вокруг нее крутились по разным траекториям, они вот так как-то выстроились, так тух-тух-тух. Знаешь, как будто сложился этот кубик Рубика, на свои Ага. места все встало. И она Мгм. вдруг такая огромная стала, стоит, говорит: потеряла чемодан в Мгм. аэропорту, в Сербии. И вижу ее уже современную. Эта ситуация по отношению к ней находится в секторе магии и прямиком связывается с сектором принятия решений. Мгм. Так. Но эта черная штука, она уже не черная, а такая прозрачная. Это след. Мгм. След от разрушительной программы неверия в себя. Это урок. Вот оно. Помнишь, там в начале что-то было такое? И я слышу, это урок, это доказательство вот того, что вот она как бы ее божественная душа доказала ей, что ее можно любить и без лейб, без одежды. Вот она приехала ни с чем, да, вот в чем приехала, в том приехала. А ты ее принял такую, какая она есть. Да, так и есть. И я слышу, что это урок, Мгм. ну вот научение. Так работает внутренний прогресс. Понятно. Я вот Так. вижу, она стоит возле этого чемодана, ам, ну, где это кольцо. Ну, так, а зачем это с бриллиантами ездить, путешествовать, да? Мгм. С бриллиантами это тот случай, когда ее эти мафиози угрожали Да, он пистолетом. находится, вот этот бриллиант, он находится в секторе, а, вот, интерферентов, где этот мафиози. Вот это связано с этим, где он приштамповал. То есть это, Мгм. вот эта петля событий одна и та М. же. Что интересно, да. Мгм. И она смотрит, стоит возле этого чемодана и Мгм. вдруг видит, а он весь черный. И она его как швырнет с М. этими лейбами. И вот эти белые носочки. А эти М. белые носочки, это как раз я вижу, что это ее энергия. И эти белые носочки уходят. А почему это носочки? Они Мгм. выглядывают как бы между этими странными туфлями и это.
А у этого мафиози как У бы. этого мафиози, которого Ли зовут. Мгм. Так, пусть приказывает этому Ли, пусть забирает все его воздействия, его угрозы. Он вторгся в чужое пространство. Я вижу, как она эти лейбы, эти этикетки отрывает. Мгм. Она отрывает и вот так шух-шух-шух смотала небрежно и говорит: одежда без лица. И шух, и складывает, и складывает. Сложила как будто бы в сумку или в рюкзак. А этот чемодан с такими черными крылышками полетел в сектор интерферентов. Мгм. То есть она карма дает этому мафиози, то есть он забирает все его воздействия. Как интересно. Я вижу, как эта зацепка, этот крючок, это считывает 40 событие. Этот страх, зависть, это все ушло Мгм. с ее сердечной чакры. И с сектора магии уходит вот этот крест на цепочке, тоже вот к этому мафиози, в этот же эгрегор. Мгм. Потому что эта мафия, она работает, ну, везде одинаково. И вот эти мафиози, они тоже грабили людей ради того, чтобы показывать из себя таких каких-то крутых пацанов, да? То есть не Мгм. быть теми, кем они есть на самом деле. То есть гнобили свою душу. Точно так же, как этот мафиози, для него важна была реклама, рекламировать то, что он производит, да, Мгм. то, что он Те же делает. самые программы у него работают. Ну, потому что там ну, считывается нечестный бизнес, какая-то мафия, что-то вот такое. Да, Этот там. Ли. Мгм. Хорошо, Виктория, посмотри, Валерия хочет изменить эту ситуацию, в такси не садиться, которые ей предлагали, которые привели к этому мафиози. Вот она Изменила? стоит, Мгм. вот она стоит и смотрит на часы, и там такая черная стрелочка, и она вот так смотрит на эти часы, а там такой, я слышу, уж стрелочка, а там змея такая, она Мгм. и выбросила эти часы, но почему-то садится в это такси. Мгм. Я ей передаю информацию об этом сеансе. И Да, что ее рациональная хочет у нее отказаться садиться. чемодан где-то вот там сзади. Она Мгм. поворачивается, и я вижу, она берет чемодан, отрывает что-то сейчас. Она забирает золото. Кто ж Мгм. золото в чемоданах возит? Это точно. Так. Я вижу, она одевает кольцо с бриллиантом себе на руку, вот так посмотрела. Вот. Мгм. Выходит из этого, встает из этого Такси. Мгм. такси, вышла, взяла чемодан, чемодан у нее в руках. Ну, такой, Мгм. ну, как обычный чемодан. Мгм. Она его вот так осматривает, присела на корточки, смотрит и отрывает. Мгм. Эти лейбочки. Эти лейбочки отрывает, и этот э, чемодан вдруг Мгм. стал как шар, такая энергия сияющая, прозрачная, и он просто вылетел с этой ситуации. И я слышу, быть самой собой. И она с этим чемоданом вышла вот так в сектор будущего. Я слышу, это сектор осознанного выбора. Ух ты! Мгм. И в этом секторе осознанного выбора она в таком, как вся сияет.
Хорошо. И вижу, она поворачивается и снимает эту подключку из попы. Буквально вот так здесь, где уколы делают. Мгм. Вот верхняя часть. И она вот так эту подключку, эм, считывается предательство себя. Снимает, Понятно. и Мгм. в этот момент я вижу, как эта звезда с этим Сталиным тоже уходит. Мгм. И она берет какую-то коробку белую, как холодильник или что-то такое, берет и вот это все вот так тоже выбрасывает в сектор интерферентов. Мгм. Что это за белая коробка, что она выбросила? Что это такое? Оно такое, как будто лед, а сверху что-то как черное. Сейчас я посмотрю. Мгм. Что это за энергия? Мгм. Там этот серп черный, он как-то сбоку на этом предмете. Вот так серп, и этот серп тянется в сектор, как серп и молот. Отчитывается как жатва. Мгм. В сектор магии тянется от этого. И Так, я понятно. вижу, Валерия снимает с себя такой, как цепочку, с таким огромным каким-то символом на груди. Мгм. Так. Считывается символ цельнозора. И она это снимает. То есть оно вот с этим квадратным белым, то ли как холодильник, или как лед квадратный такой какой-то. А в секторе магии э, вижу эту Мону, которая держит серп вот так рукой, этот черный серп. А Илья молот. И слышу Мгм. Стёб. И в этой звездочке этот Сталин как хитро ухмылка такая, и как прижмурился одним глазом. Считывается Стёб. Что вообще означает этот стёб? Сейчас я спрошу у Ильи с Моной. Я их почему-то закрыла в такой квадрат. А, Мгм. не в квадрат, в куб такой Мгм. стеклянный. Я их закрыла туда и спрашиваю, что это такое, чё они стебутся. А Илья говорит, что она думала, что она умнее нас. О Валерии говорят. Мгм. И показывает, и говорит, я водрузил в ее сердце э, мой знак. Я спрашиваю, что за знак? А он говорит, знак Антихриста. И Мона тут же подхватывает, говорит, мы ее сжали. И серпом вот так. Мгм. Так. И Есть я у вижу, Валь что вот эти все препятствия, Мгм. это из-за этой эзотерической практики, этого символа цельнозора, потому что все эти символы, они символизируют вот эти энергетические объекты, которые находятся в общем пространстве. Мгм. Вот. Это как это вот как эти окна, двери. Ха-ха-ха, мы тут. Вот эти Мгм. лейбы. Это вот этот символ, это и есть эта лейба. Мгм. Так. Оно буквально считывается как портал. Как портал. Мгм. И человек, вот его душа, да, Ильи, Имоны, вот это они вдвоем, ну или другого кого-нибудь,
когда человек присоединяется, вот, ну, как бы Валерия тогда дала предпочтение, она как бы поверила больше ему, чем себе. А привязки эти мы уже рассмотрели, почему это так было. Мгм. Вот. И в этот момент это вот эти, я слышу, пути восхищения. И вот это снова восхищение, я слышу. Мгм. Предвкушение, восхищение. Ну, Ну, понятно. а Да. Валерия это все снимает, отдает и говорит: "Я отдаю вам ваш мрак". И это все пространство ее осветляется, и я вижу этот чемодан, она отдает, Илье. Он как металлический как будто бы. М, Мгм. это тот чемодан, на который это все притянулось. Оно Так. считывается как фасция, защита. Мгм. О, как у человека есть фасция, да? Только нет фасции на лице. То есть подкожной защиты этой нет на лице и на руках. Мгм. Это для того, чтобы считывать эфирное ДНК, эфирное пространство, кто есть кто и кто что делает руками своими, то есть его деяния. Для этого, Так. чтобы скрыть свое истинное лицо, то эти эзотерики, это мафия, потому что эзотерика – это религия, эзотерика – это тоже мафия, это часть мафиозной дьявольской системы порабощения человеческой души, то вместо своего истинного лица они выставляют на показ вот эти лейбы, эти символы, которые, как в церкви, эти святые, считываются буквально дохлые, потому что на самом деле их там нет. Ам, Мгм. Фирмы используют вот эти ярлыки тоже. И ну, мне идет, что это какая-то специальная группа. Каждая фирма должна обозначить, кто она, да, то есть это нормально, но там какая-то специальная группа есть. Ну ладно, потом. Мгм. Мгм. Сейчас я перед- передаю Валерии всю информацию о ее решении полностью расторгнуть все контракты с Ильей, с Моной и отдать всю карму за, я слышу, за предпочтение, то есть за привязки, за зацепки, за то, что они использовали ее негативный опыт в их целях, потому что ее негативный опыт – это ее опыт. Никто не М. имеет права вмешиваться и лгать, и пусть принимают карму. Вот они как-то идут на попятную, а она Мгм. швыряет в них. М, Вижу пожар, какое-то здание горит, потом такой черный самолет, и она М. выхватила у них чемодан, сияющий такой. Говорит: "Мои М. вещи". Мгм. И уже второй чемодан, он появляется, вот притянулся на тот первый чемодан. Мгм. И я вижу, как она берет свои вещи, вот одевает платье и смотрит, как оно по фигуре лежит красиво. То есть она Хорошо. уже не Мгм. на Лейбы смотрит, лейбы да. смотрит, а смотрит, как эти вещи украшают ее, красавицу. Мгм. Хорошо. Виктория, вот этот чемодан, который в Сербии остался, какова его судьба? Что хочет Валерия сделать по отношению к нему? Ну, это он уже вернулся в эфирное пространство, потому что привязка ушла, Мгм. зацепка. Так. Но в эфирном пространстве вернется ли он на физике? То есть это
ей нужен был урок, то есть ее божественная душа а, ну, как бы преподнесла ей этот урок. Мгм. Чтоб она Вот, разобралась с этой ситуацией. Мгм. да, да. И если бы она вот попала в Америку, как я, да, то здесь вот такого, ну, как бы нет. Здесь я научилась, я тоже такая была, да, то есть без макияжа не выйду на улицу, там вся на каблучках, вся такая, раз такая. А в Америке всем пофиг, кто как выглядит. И я здесь даже косметики почти нет, какая-то старая там. Вообще, хожу Мгм. в чем удобно. То есть это ушло, вот это, да. Мгм. Так, ну хорошо, спроси у Валерии, что по поводу этого чемодана. Она хочет перенаправить его в Дюссельдорф домой, чтобы они отправили его, или чтобы он вернулся ко мне, к Евгению, здесь Ну, где. я вижу, что ты его несешь. Мгм. Хорошо. Все. Хорошо, Виктория. Мгм. Сейчас я передам информацию в эфирное пространство, что по воле, я слышу Евгения. Мгм. Почему Евгения? Валерии. Валерия хочет вернуть свой чемодан, восстановить справедливость, а карму пусть всем виновникам отдает. Мгм. Пусть эти авиалинии сербские принимают карму и возмещают убытки, Да. кто истинный виновник. Мгм. Но они обязаны вернуть. То есть, Компенсировать. Мгм. ну, Вернуть и по-моему, там, компенсировать да, убытки. чеки должны иметься, доказательства, да. Мгм. Хорошо, Виктория. Очищаем пространство, отсоединяйся от этих ситуаций. Да. Мгм. Поднимаемся все вместе максимально вверх. Посмотрим. Валерия написала вот так: приговор. И вот закрыла этим сектор магии. Поднимается вверх. Я передаю, чтобы она очистила полностью ее личное и пространство. Отсоединилась от всех эгрегоров, от всех предубеждений, от всех и всего. Очистила ее личное пространство, восстановила целостность, гармонию. Мгм. Мгм. Хорошо. Ну все. Я думаю, все сделали. Спроси у Валерии, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, все. Мгм. Благодарим ее за труд. Прощаемся с ней. Да. Хорошо, Виктория. Отсоединяйся от всех и всего. Мгм. Ага. Проверяй твое личное пространство, все ли в порядке. Да, все хорошо. Мгм. Наполняемся энергией любви, жизни и гармонии. Мгм. Хорошо. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Ну что, Да, все подходит. Спасибо, Правильно есть. Виктория. пожалуйста, давайте, ребятки. Любви и гармонии. Удачи тебе завтра, моя дорогая. Спасибо. Да. Пока. Пока-пока.